Всем привет, народ! С вами снова Евгений, а это третий выпуск нашего блога разработчика, если так можно выразиться. Речь сегодня пойдет о том, как я сломал Unreal Engine, сам редактор. Ну, как сломал, конечно, все это звучит в кавычках, но в любом случае. Сейчас расскажу, в чем, собственно, дело. Дело вот в чем. При разработке нашего проекта встал вопрос использования воды. Можно было, конечно, самому сделать воду, гайды поэтому есть, либо же использовать внутреннюю воду в самом движке. Ее можно включить во вкладке плагины в настройках. Но проблема ее в том, что это довольно тяжелый такой объект. Да, у него масса настроек и так далее, но проблема в том, что его сложно как-то вписать, если у вас какой-то слишком такой хитрый ландшафт, и по бокам у этой воды всегда остается небольшой бортик, и даже если его поставить на 0, то есть это такая некая граница между водой и уже непосредственно редактирование вашего ландшафта. То есть он даже если минимальный, то в любом случае там остается пару пикселей между водой и ландшафтом. И тут очень сложно сделать какой-то интересный берег, если он нужен. Вот. Но это можно хорошо посмотреть, допустим, в том же самом Fortnite, потому что они используют, собственно, воду, которая у них там и есть. И там всегда будет некий берег в любом случае. Так вот, вода это тяжелая, с ней очень много глюков, и в паре моментов она просто тоже немножечко сломалась. В общем, геморроя с ней много. И, как я потом понял, что ее очень мало кто использует. Поэтому было принято решение купить воду, благо в магазине ассетов маркетплейсе у Unreal довольно много всяких предложений, как дешевых, так и дорогих. Вот, и купили такую одну из самых красивых визуальных составляющих. Вот, обошлось нам это в энную сумму. Не так дорого, конечно, но в любом случае, вот. Но смутило меня еще перед этим то, что один человек в комментариях писал, что у него не работает визуальный эффект, а именно отображение, скажем так, когда отображение волн непосредственно с ландшафтом. На что парень сказал ему, как всегда, включить то-то, то-то, но опять-таки последний комментарий его был то, что я потерял $15 и ничего за это не получил, собственно. Я подумал, всякое бывает. Вот, решил купить. В итоге, после покупки, все это дело мы подключили к нашему проекту. И каково же было мое удивление, что у меня тоже не работало. То есть я такой вытащил лотерейный билетик. И началась долгая эпопея, которая длилась около недели, вообще понимание, почему она не работает и можно ли это вообще починить. В теме другого ассета на том же самом маркетплейсе я нашел таких же людей, у которых тоже это не работало, но у автора как-то получалось это решить вопрос. Вот. Почему он мне не подошел, скорее всего, не получилось бы, это я объясню чуть дальше. Итак, если мы используем внутреннюю воду, то мы ее включаем просто во вкладке плагины. Если мы покупаем воду, она всегда используется в виде плейна, который просто потом растягивается. Если это озеро, это просто большой плейн, вы потом выкапываете ямку, вставляете туда ваш плейн, вот ваше озеро. Либо же блупринтом, как идет река, вы как просто ее растягиваете, и вы уже регулируете высоту, поворот, скажем так, немножко изгиб воды и так далее. В общем, там довольно гибкий инструмент, это меньше жрет, и выглядит это получше. Также там можно настроить уже непосредственно вид под водой, плавучесть. Но чтобы эта вода работала, если посмотреть гайды, то нужно всегда включать Mesh Distance Field Generate.
собственно, в начале идет, но так и называется Mesh-Distance Field, который, собственно, и включает генерацию вот этого всего. Он основан на освещенности, как я понял. Есть целая статья в документации про это. Там все хорошо это описывается. В роликах то же самое это и есть. Если погуглить, в принципе, это ни для кого не секрет. Вот. Но штука в том, что в моем случае, если в воду поместить какой-либо объект, то он будет прекрасно взаимодействовать с водой. Тут сейчас появится скриншот. Вот. Но если посмотреть, то берег никак не взаимодействует с водой. Потому что, как мне сказали уже потом в техподдержке, об этом чуть-чуть позже, что ландшафт использует немножко другую, ну, скажем так, физическую модель. Это грубо сказано на самом деле. Вот. Но в любом случае, чтобы это было хоть как-то понятно. То есть, если все объекты это, ну, как пропсы, да, то есть это вот ты можешь потрогать, то ландшафт это несколько другое. Вот, соответственно, и свет там тоже немножко как-то по-хитрому сделан. Но в любом случае, долго-долго смотрел, ничего не помогло. После этого мы закинули наш проект на другой компьютер, и там внезапно все заработало. Ну, как внезапно, скорее всего, это ожидалось, потому что, ну, компьютер новый, вот. Запускали мы на Vega 56. Я изначально запускал на GTX 760. В принципе, ну, очевидно, что видеокарточки разные. Но при этом я находил на форуме Unreal, да, такую же тему, где у человека была схожая проблема. Он даже проводил некий тест, где использовал 4 разные системы и, соответственно, показывал 4 разных результата, что как бы намекает, что, оказывается, либо это какие-то именно, либо это программно как-то в Unreal с этим связано, либо же это непосредственно уже физически с железом что-то связано и нет каких-то инструкций в видеокартах, потому что этот тест был независим как на AMD, так и NVIDIA. И здесь вот тоже хороший вопрос. Соответственно, собрав всю эту информацию, я написал пост на форуме Unreal Engine. Спасибо Леону за то, что перевел. И прикрепил тему схожую, описал ситуацию, что в данной теме мне решения, которые там предлагались, не помогли. После чего мне ответили, сказали, что, к сожалению, данный вопрос никому не знаком, ну как его решить. Возможно, действительно такой своеобразный баг, но сомнительно, что это была бы завязка на железе, хотя это тоже не исключено. Вот, и можно, в принципе, написать баг-репорт, но мы не стали этого делать по одной простой причине, что вышел 5-й Unreal, и с ним сейчас активно работают, потому что все переходят на него. И, ну, как бы смысл, да, тормошить палкой, скажем так, то, что скоро просто немножко отойдет на другой план действительно, хотя на нем сейчас на Unreal Engine 4, ну, до сих пор многие продолжают делать свои проекты, чтобы не заморачиваться, не переносить на 5-й, потому что 5-й довольно уже так требовательный к железу, и на моем компьютере, ну, он немножечко отказался запускаться, хотя если пошаманить, запустится, но в любом случае даже те видеоролики, которые люди выкладывают, все-таки видно, как, ну, он посильнее грузит систему, и тут нужен уже как и мощный процессор, желательно новый, там 6-8 ядер, вот. Ну и оперативки, ну про видео то же самое, тоже нужно для рендеринга и так далее, хотя все это используется по большей части процессор, за что спасибо Unreal. Вот, такая штука. Собственно, проблема так и не решилась.
автору автору данной воды я писал, но, к сожалению, он не нашел вариант, как это сделать. Да и, походу, просто забил, какая разница. Деньги ему все равно в копилку упали. Если почитать отзывы, у одного там из 100 что-то не работает, как бы это его проблема и так далее. Конечно, позиция автора мне не совсем понятна, с учетом, что ты продаешь один из самых дорогих ассетов по воде, и то я брал лайт-версию, где нет подводной составляющей плавучести, хотя в принципе в материалах это есть, и если подумать и почитать, возможно, можно это прикрутить даже. А полный, скажем так, набор, где есть и плавучесть, и подводная среда, уже обойдется, скажем так, по нынешнему курсу рубля около $50, что как бы намекает, что покупая что-то за $50, а оно не работает, извините, это какое-то свинство, я считаю. И судя по тому, как у людей возникает данная проблема, и с ней, не знаю, один из всех, возможно, кто-то и решает ее, пытается решить, но за все время, видимо, всем было проще на это забить. Как-то так. Это опять мое мнение, которое в большинстве случаев не совпадает с окружающим миром. Вот такая штука. В общем, если это видео вам было интересно, вы можете написать свой классный комментарий к этому, что, возможно, я какой-нибудь лох и что-нибудь не нажал, но, как показало недельное изучение данного вопроса, не только у меня такая проблема. Собственно, вот так вот. Как вы могли обратить внимание, потихонечку доделаю свой уголочек. Предстоит много работы, но я думаю, чтобы записывать видео, пока хватит, а дальше все-таки я допилю свой уголок для записи, где можно уже будет вести какие-нибудь, даже, возможно, стримы, но это не точно, по крайней мере, записывать классные видео с какой-нибудь там интересной маркерной доской, чтобы можно было писать, рисовать и так далее. В общем, в любом случае и так сойдет. Всем спасибо огромное за просмотр, за то, что вы смотрите предыдущие ролики. Возможно, кому-то нравится, кому-то нет, но спасибо за подписки, лайки и все остальное, что помогает немножечко апать наш канал и чтобы люди заходили и смотрели это. Следующий ролик выйдет, наверное, где-нибудь через недельку. Там по нему тоже накопился материал довольно интересный. И еще я сейчас читаю классную интересную книжку. Называется «Игра как бизнес». Мы сделаем на нее обзор, потому что это очень крутая книга. Если почитать отзывы, конечно, опять я на Озоне читал отзывы, но там люди не совсем понимали, слишком нудно и так далее. Но вывод такой, что люди просто вообще не понимают, зачем они купили эту книгу и что вообще в индустрии происходит. И непонятно, самое главное, зачем они купили эту книгу. Наверное, они думали, что там будет что-то такое, как быстро бахнуть миллион или что-то в этом роде, как все эти псевдобизнес-книги пишут. Но я углубился, отошел от темы. В любом случае, спасибо за просмотр. Хороших разработок. И всем хорошей погоды, потому что через пару дней июнь, а у нас плюс 10 с бортом, опять ветер и дождик. Всем пока, с вами был Евгений, не прощаюсь. Покеда.